Источником вдохновения при создании сериала послужили исторические события. Привет, дорогие мои! Сегодня я решила провести вас по первой серии сериала «Великолепный век», чтобы акцентировать ваше внимание на исторических деталях. Часто в комментариях говорят о том, что я пересказываю сериал. Нет, друзья мои, сейчас вы увидите, что исторического в сериале было много. Просто рассказали не все или совсем не рассказали, а лишь сделали намек. Что самое интересное, так это то, что главные действующие лица турецкой саги в основном почти все имеют свой исторический прототип. Итак, начнем с первой минуты и дойдем до того момента, как Александру отправили в душ после доставки в Топкапы. Дорогие мои, давайте так. Если вам такой формат нравится, во-первых, ставьте лайк, во-вторых, обязательно оставляйте комментарий. Так я пойму, что работать в таком формате имеет смысл. Ну что, поехали? Первые минуты сериала отсылают нас в лес на охоту к Шехзаде Сулейману. К нему навстречу выезжают гонцы из дворца, которые сообщают о смерти султана Явуза Селима, отца Сулеймана. Что говорит история на этот счет? Отцом Сулеймана был Явуз Селим, 9-й султан Османской империи. Его матерью была наложница Айше Хафса. Сулейман родился в Трабзоне 6 ноября 1494 года. Когда родился Сулейман, его отец был еще в статусе шехзаде и управлял Трабзоном в качестве санджак-бея. Ювелирному искусству Сулейман научился именно в Трабзоне. Его соседом по партии у греческого ювелира был его молочный брат Яхья. Его отец Явуз Селим стал султаном в 1513 году, а Сулейман был отправлен в качестве санджак-бея в Манису, как единственный наследник уже в то время. Сулейману было 19 лет. В 1520 году в возрасте 26 лет Сулейман стал султаном Османской империи, так как его отец скоропостижно умер. Я оружейник и тайный гонец Сулейман Ага. Вашему высочеству послание от великого визиря Пири Мехмета Паши. Наш повелитель султан Селим хан Хазрет Лири в ночь на 22 сентября после ночной молитвы в военном лагере Чорлу отправился в свой последний путь и вознесся в рай великого Аллаха. Его высочеству Хазрету Сулейману необходимо прибыть в кратчайшие сроки, чтобы продолжить его дело. Непонятно почему, но в сериале не показали церемонию опоясывания мечом. Она проводилась со времен султана Фатиха Мехмеда по самый последний срок Османской империи. Правильно, эта церемония переводится как «кулюс». Что-то наподобие этой церемонии в сериале все-таки показали, но это было совсем не так. И если коротко, то эта процедура выглядела таким образом. Новоиспеченный султан, восседая во главе 1000 солдат верхом на лошади, въезжал в Стамбул. Султан въезжал в главный двор дворца Топкапы, там военачальники давали новому султану присягу. Солдаты все время скандировали «Да здравствует султан!» и после удалялись, оставались лишь офицеры. Потом возводили трон султана и почти так же, как в сериале, новому султану представляли всех сотрудников султанской администрации и кадиев. Все они приходили и присягали султану. После церемонии присяги во дворце султан выходил на публику с процессией, организованной по случаю ношения меча. Новый султан раздавал солдатам и аппарату щедрые чаевые, а также повышал всем жалования. Султан изготавливал свою печать. После того, как султан зашел на престол, уведомлялись правители
других государств об этом. Я Сулейман, рожден от грозного султана Селим-хана и жены его Хавсы Хатун. Осенью 1494 года принес радость во дворец Трабзон, принес мир и благополучие на землю, где был рожден. Я потерял братьев Архана, Мусу, Каркута, ставших жертвами жестокой эпидемии. Провел детство в горечи от потери братьев. Я Сулейман, 6 лет учившийся в Трабзоне у анатолийских учителей, любящий горы, вершины, звезды, играющий с цифрами. С 10 лет обучавшийся во дворце Стамбула, изучая книги, возложенные на пюпитр, задающий вопросы и не останавливающийся на полученных ответах, стремящийся разгадать тайны, делающий ювелирные украшения, чтобы научиться терпению, воссоединяющий свет металла и камня, слепнущий от увиденного света, отличающий драгоценность от безделушки, никогда не забывающий выученного. Сулейман. Я Сулейман, ставший в 16 лет наследником престола, правителем Манисы, стремящийся принять почетное наследство моего отца султана Селим-хана, обещающий творить правосудие везде, где ступает моя нога, 10-й султан Османской империи. Слава Аллаху, вырос султан Сулейман, не зная особых проблем. В противном случае, что было бы с нами, Пери-паша? Ой, избави Аллах, даже страшно подумать. Пустые страхи, Пери-паша. У султана Селима и другой сын есть. Помните Увейса? Ему запретили даже приближаться к трону. И к тому же отправили в восточные провинции. Не время и не место для таких слов, Джафер-ага. Хазрети Юнус как-то сказал, бывает слово, что войну прекращает, а другое даже головы лишает. Посмотрите на администрацию Сулеймана, которая представляется ему во время восшествия на престол. Вы не поверите, но все эти персонажи существовали в истории. Такое ощущение, что Мирал Укай просто взяла Википедию и переписала оттуда все имена. Шутка, разумеется, у покойной Мирал были свои источники. Но большое ей спасибо, что эту деталь правления Сулеймана она не оставила в стороне. Мы не знаем точно ничего про Хюррем, кто она и откуда родом. Но могу вас заверить, что показанный механизм доставки в Стамбул рабов был именно таким. Их везли в сырых и темных трюмах, вот только доставляли их, конечно, не в Топкапы. В Стамбуле и других санджаках были рабские рынки, где и продавались вновь привезенные рабы. А вот что касается Хюррем, то большинство историков склоняются к версии, что Александра была доставлена в Стамбул еще во времена шахзадейства Сулеймана, и доставлена она была из гарема Крымского ханства в Бахчисарае по просьбе самой Айше Хавсы, матери Сулеймана. Изначально Александра проходила систему свержения, получила новое имя, прошла обучение. На это у нее ушло не менее 3 лет, и только потом вошла в гарем уже султана Сулеймана. Причем, как вы, наверное, уже знаете, это было не во дворце Топкапы. Изначально гарем Сулеймана проживал в старом дворце, но об этом мы еще поговорим в наших следующих видео. Александра, поднимайся, поешь. Александра, ну вставай. Столько дней не ела. Пошли. Ты заболеешь. Вставай. Мария, Александра, ваша очередь. Как вы можете есть это мерзкое османское варево? Да уж лучше с голода умереть. Стойте прямо, поровнее. Эти только в служанки годятся, больше ничего не выйдет. Вот так. Скажи им, пусть затихнут. Красавицы. Я поднимусь сейчас. А ну быстро по комнатам. Я кому говорю? Живо по комнатам. Вот сыплю плетей. Смотри-ка, да тут не так и страшно. Мы еще ничего не видели. Проводи в баню тех, что отобрали. И пусть их осмотрит лекарь. Что еще я бы хотела отметить в первой серии, так это как появляется в сериале Айше Хавса
мать султана. Дело в том, что по каким-то причинам сценаристы не показали нам просто потрясающую церемонию шествия полка Валиде Султан. Она проводилась каждый раз, когда очередной шахзаде восходил на трон, а его мать получала статус Валиде. Хотя есть мнение, что впервые эта церемония проводилась для Нурбану Султан. Но так как мы не увидели пока сериала про Нурбану, уверена, что могли бы нарушить еще одно правило и показать в сериале «Великолепный век» шикарную церемонию Валиде Султан. Хатидже – сестра Ойли. Доподлинно неизвестно, была ли Хатидже родной сестрой Сулеймана. Но уж точно известно, что родная сестра султана не была женой Ибрагиму Паше. Но про Хатидже мы еще поговорим, о ней коротко и не расскажешь. Ну что, на сегодня мы закончим. Чтобы не перегружать информацией ваши прекрасные головы, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Отдельное спасибо нашим спонсорам. Если вы тоже хотите поддержать меня и мой канал, буду рада вашей помощи. Все реквизиты для спонсорства вы найдете в описании к ролику. Всех благ, мира, добра и милости. Вас обняла Оливия.